Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ САУ американская 8 уровня, премка ТС-5. Данная тачка сейчас есть в ангаре в аренду. Потом вы ее, если она вам понравится, можете выкупить. И также она, по-моему, есть даже в премиум магазине, точно не знаю. Но в любом случае обзор на нее надо запилить. Вот. Ну и начнем мы, конечно же, с бронирования ТС-5. Погнали. Итак, вот коллижн модель нашей ТС-5. Здесь много групп брони, закругленная такая яйцевидная рубка. Ну и давайте начнем с НЛД. Правильно поставили вроде. Самая нижняя часть рикошетная, под сумасшедшим углом, и у нас там 131 приведенки, вот, выше 215 рикошет, и вот, наконец, мы добрались до той части НЛД, которую эта ПТшка пробивается. 120 мм в приведенке 227, по краям 230, чуть выше 234, 227. Это, по сути, вот место, куда ее можно спокойно пробивать. Почему? Потому что идем дальше. Маска орудия 600, 500, 600, 500, 600, 500. Основная рубка 261, 262. Это рядом с маской. 264, 262. Дальше начинается приключение. 314, 500, 600, 800. 1600, 800, 315 рикошет, да, 430 рикошет, 350 рикошет, вверху планк тоже рикошет 60 мм, 309, ну и здесь все ровно так же. Есть лючок, но лючок непростой, 110 мм, 110 мм, в приведенке 170, 184, то есть пробивается этот люк, если мы говорим про 8 уровни, да, с бронепробитием там чуть больше 200. Опять же, будет чуть-чуть поднято, тяжелее будет выцелить и приведенки будет больше. Но в принципе, если бронепробитие на вашей пушке там 200 плюс, вы должны люк спокойно пробивать. Проблема в том, что он маленький достаточно. Вот. Вот нижняя, кстати, покрепче, там 204. Вот такая вот броня в лоб. Боковое бронирование у нас, экраны есть антикумулятивные. 100 мм в приведенке, включая там катки и сам экран 125, чуть выше 105. Танковать от борта она не может, потому что углов горизонтальной наводки просто не хватит. А вот играется она в лоб. Соответственно, ослабленные зоны, вот эта часть НЛД и люк. Все остальное жуть. Ну вот эти еще щеки, конечно, тоже ближе к маске. Но все-таки 260 это только бить голдой. Вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались, ну просто имба. Реально крепкая. Если спрячет НЛД, начинаются реальные проблемы с пробитием. Потому что по сути только в люк. И вот рядом с маской. Давайте смотреть орудие этой ПТшечки. Смотрим. 10 уровня, кстати, орудие. 120 мм. Альфа 400. Вот, заряжается 8,5 секунд. Для такой альфы с пробитием 248 на основном Н300 на голде. Это достаточно быстро она заряжается. ДПМ 2800 на 8 уровне. Точность, естественно, не самая лучшая 0,44. Но зато вот сводится орудие менее 2 секунд. Что очень прикольно. По полевой модернизации. Во втором блоке, так, сейчас, секунду, прочность ходовой, прикольная вещь. Скорости и то нужно. Да, она медленная у нас, ну, наверное, лучше все-таки усиленную ходовую, потому что очень медленная ПТшка. Дальше, по сведению у нас хорошее, мы это помним, давайте даже еще раз включим. Вот. Сведение у нас 1,78, поэтому улучшаем точность орудия. Дальше, по поводу незаметности после выстрела, смешно, обзор берем, потому что, ну какая незаметность, у нас ПТ штурмовая, но никак не кустовая, поэтому незаметность после выстрела нам в принципе не надо. Ну и в этом блоке мы берем на живучесть, второй слот, идем в ангар. По оборудованию, обязательно всегда ставите досл, всегда, обязательно. Ставите в обязательном режиме турбину, потому что
но реально машина крайне медленная. Вот, крайне медленно. Вот, и я вам рекомендую ставить УМП. Вот. По снарядам основной у нас ББХ летит 860, минимально приемлемо. Вот, голда кумулятивная и летит, кстати, очень даже неплохо, 1050 с бронепробитием в 300. Да, голда здесь зачет. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель желательно автоматически, 5 членов экипажа, перки вы сейчас видите перед собой в табличке. Вот, а по УВН у нас все не самым лучшим образом, минус 5 всего лишь. Ну, блин, для штурмовой ПТ может быть и достаточно. По ХП 1500 при вот такой сборке, хотя многие вместо УМП, можно, знаете, как собрать, еще раз и вернемся к оборудованию, досл, в последний, в третий слот турбину, а в центральный слот, тем более, что мы берем второй слот при прокачке полевой модернизации на живучесть, ставите закалку, чтобы каточек меньше сбивали. То есть два варианта по сути сборки. На закалке она будет должна, мне кажется, играться может поинтереснее. Но я пока так буду катать. Вот. По мобильности у нас, ну вот смотрите, с турбиной 30 вперед, 14 назад, 30 вперед, и это с турбиной. По обзору 379 метров, она слепая, реально слепая. Ну а и зачем штурмовой ПТ САУ, да, как бы обзор, который играется в упор? Ну потому что хотелось бы еще высвечивать врагов для своих союзников, когда мы лезем вперед, там каких-нибудь, может, ПТшек, СТшек. Но, к сожалению, обзор здесь прям наихудший. По плюсам и минусам машины. Невероятное бронирование, просто уникальное бронирование. Это плюс. По подвижности минус. По пушке, в принципе, плюс. Нормально летят снаряды, хорошие на них, уникально хорошее пробитие. Вот, быстрое сведение орудия, и это хорошо, когда вы играете в упор. Точность, конечно, не самая лучшая, но опять же, у нас ПТ САУ штурмовая игра в упор. Вот, поэтому по пушке в целом плюс, и не обращаю внимания на УВН. Вот, далее, по подвижности однозначный минус, прям, ну, еле ползает, да. По ХП, в принципе, плюс, а если поставить еще улучшенную закалку, однозначно плюс. Вот. ПТшка реально интересная. В первую очередь из-за своего бронирования. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как она играет в современном рендере. Погнали. Так, попали на степи. У нас обзор боя. Американская ПТ САУ. Прем ПТ САУ. ТС-5. Вот. Сейчас мы ее будем тестить. Поедем налево, на фланг тяжелых танков. Я думаю, там наилучшим образом она должна себя проявить. Учитывая наше бронирование. Будем надеяться, что в лючок нам особо сильно закидывать не будут. У них две БЗ-176. Эх, нам бы ракетные двигатели, как у БЗ. Было бы круто. Но, увы. Будем ползать. Гля, в апельсинах вся. О! Сама стреляй. Прикольно. Так, одна БЗ на... все БЗ у нас на правом фланге, надо давить.
Вот так. Едем дальше. Все, есть. ХП, правда, нам мало оставили. 8-8 счет. Ползем дальше. Там еще Випера где-то стоит, сучка. Так, 2360 дали, едем дальше. Подфармили нас, конечно же, серьезно. Я очень сильно надеюсь, что слева нет никого. Счет вообще дерьма кусок. Так, слили еще одного, 2700 дали. Едем на центр. Так, ну счет вообще дерьма. Кусочек. Да. Вот такой вот бой непонятный у нас. Забрали Виперу. Но БЗшник не вытянет. У нас 1 против 2. БЗ у них на захвате. Слили они нашу БЗ. Проджета была на захвате. Ладно, переигрывать не буду. Не хочу. В целом видели бронирование, пушку, орудие. Есть, понятно, неудобства, потому что башня не крутится, но 3К мы высрали из нашей ТС-5. В принципе, ну, броня просто исключительная. Единственное, нужно ромбовать, когда в ближнем бою. Вот видели, как я крутил, и меня сколько раз защитник-то не пробил. Второе место по урону, 3 фрага. Нафармили мы в проигрышном бою даже 80 тысяч. Начисленный забой 151. Мы голдой очень много отстреляли, безусловно. Вот, 61 тысячу у нас потеря. Так даже в проигрышном бою, смотрите, сколько начисляет. Хорошая ли это ПТшка? Это лучшая, одна из лучших на 8 уровне. Хорошее пробитие, хороший ствол, исключительное бронирование. Надо, конечно, на ней получше подучиться и мне поиграть. Вот если приобретать такую за реальную монету, то, наверное, стоит. Ребята, у кого есть ТС-5, пишите свои комментарии по данной ПТ-САУ. Я считаю вот лично, что она заслуживает места в ангаре. Пишите для тех, кто только хочет ее приобрести, как она вам в целом зашла, не зашла, после того, как вы ее приобрели. Вот. Но я ей, конечно, ставлю 4,5 по 5-бальной системе. Факт, она заслуживает. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.